Добрый день, приветствую вас на канале Food Atlas, техника для вкусной еды. Сегодня в выпуске мы рассмотрим работу мясорубки KY12 Food Atlas. Мясорубка серии KY12 предназначена для измельчения мяса и рыбы при производстве фарша для мясных, рыбных и колбасных изделий на предприятиях общественного питания. Мясорубка обладает производительностью до 150 кг в час, а мощность двигателя составляет 800 Вт. Режущая система мясорубки представлена в классическом исполнении Enterprise. Это односторонний нож и решетка. Гарантия на аппарат составляет 6 месяцев. Рассмотрим основные составляющие мясорубки. Панель управления, состоящая из кнопки экстренной остановки, кнопки включения и выключения аппарата. Корпус мясорубки выполнен из нержавеющей стали. Приемный лоток также выполнен из нержавеющей стали. Корпус шнека. Ручка фиксации корпуса шнека. Шнек, который вращается со скоростью 170 оборотов в минуту. Односторонний нож. Решетка. Прижимная гайка. Сборка мясорубки осуществляется в следующем порядке. Устанавливается корпус шнека, фиксируется прижимной гайкой, затем вставляется сам шнек, чтобы он попал в паз. Далее устанавливаем нож. Нож смотрит лезвиями в сторону решетки. Устанавливаем решетку, чтобы она попала в паз, и закручиваем прижимную гайку. Далее устанавливаем приемный лоток. Сборка мясорубки завершена. В комплект поставки мясорубки входит паспорт руководства по эксплуатации, пластиковый толкатель, насадка для изготовления колбас, 2 решетки на 6 и 8 мм и 2 односторонних ножа. Перед началом работы на мясорубке с сырьем необходимо произвести ввод оборудования в эксплуатацию. На мясорубке используется редуктор с металлическими шестернями, без использования пластика. Поэтому в обязательном порядке перед началом работы необходимо заменить масло в редукторе. Откручиваем болт, закрывающий заливную горловину. Очень важно удалить силиконовую пробку из данного болта. Если пробку не удалить, то из-за повышенного давления в редукторе может выдавить сальники, и масло будет попадать в продукт или в отсек электродвигателя. После удаления силиконовой пробки остается слить масло, так как масло может быть транспортировочным, если мясорубка у вас новая. Сливного отверстия, к сожалению, не предусмотрено, поэтому необходимо использовать или шприц, или просто наклонить мясорубку. Затем заливаем новое масло в объеме от 150 до 200 мл. В нашем случае масло мы уже залили, и оно у нас, в принципе, находится по уровню. Можно закручивать крышку и приступать к работе. Перед началом эксплуатации аппарата сырьем рекомендуется немного ослабить прижимную гайку до того момента, как у вас не начнет выходить фарш. Когда началась подача фарша, гайку вы снова затягиваете. Это делается для того, чтобы уменьшить износ режущего инструмента, то есть ножа. Также не забывайте соблюдать технические перерывы во время работы, если эксплуатируете аппарат длительное время. Подготовил 2,5 кг свиного окорока и 500 г репчатого лука. Можно приступать к работе, заодно проверим заявленную производительность мясорубки. Установлена у нас решетка на 8 мм. Итак, можно начинать. Мясорубку включим. Включаем у нас таймер и поехали. Так, мы закончили. На таймере у нас 1 минута 50 секунд для измельчения 3 кг продукта. То есть для измельчения 3 кг продукта нам потребовалось минута 50. В среднем в расчете это дает примерно 100 кг производительности в час. Но также нужно учитывать, чем меньше диаметр отверстия решетки, тем меньше у вас будет производительность. И наоборот, чем больше диаметр отверстия, тем больше будет производительность. Компания Food Atlas предлагает на выбор решетки для мясорубки KX12 от 4 до 20 мм, шагом в 2 мм, за исключением решетки на 18 мм. Где самые большие решетки можно использовать для кускового мяса или в виде подвесной решетки. Также в наличии всегда есть запчасти и комплектующие от масла до электродвигателя.
Так, фарш мы подготовили. Для приготовления купат я буду использовать решетку на 20 мм, чтобы она просто центровала шнек. Нож я уберу. Череву подготовил. Для того, чтобы было удобнее работать, я фарш положу сразу на поддон. Сначала нужно, то есть черева у меня еще не завязана, сначала нужно выгнать воздух с купатницы, да, чтобы такое у нас не происходило, и после, когда мы ее прогоним, завяжем. Так, можно теперь приступать к приготовлению, чтобы удобнее было. Поставлю поднос, купат. Фарш и купаты готовы. Мясорубка легко справляется с набивкой черевы. Задавайте ваши вопросы в комментариях, с удовольствием на них ответим. Готовьте вместе с Food Atlas. До новых встреч!